Всем привет, меня зовут Северинов Руслан, я занимаюсь SMM в компании, и сегодня расскажу вам о том, как мы продаем наши продукты через SMM, то есть как мы влияем на продажи в социальных сетях. Но начну я немного с другого. Мы ввели недавно два новых инструмента в социальные сети, и я бы хотел рассказать о них, больше, наверное, даже для локальных маркетологов, которые, надеюсь, меня смотрят. Первое – это библиотека контента, и второе – это рассылки через ВК федеральные. Что такое библиотека контента? Мы создали отдельное сообщество, в котором собираем весь лучший контент со всей сети, который тегируем, распределяем, сортируем, и в итоге он не теряется, а его будет очень легко найти. Поэтому, ребята, заходите в маркетологи Dodo, в ссылочках там будет такая штука, библиотека контента. Группа закрытая, пишите, от какого вы партнера, и мы вас примем. Если у вас есть крутой контент, тоже присылайте его нам в личку. И второй инструмент, который мы недавно ввели, это Sendler. Sendler — это рассылщик сообщений ВКонтакте. Вы знаете, что наша архитектура в SMM — это очень много локальных сообществ. Сейчас их около 250. Каждый из них рассылал сообщения ВКонтакте с помощью своего инструмента. В итоге мы не обладали никаким контролем за этим, мы не видели, сколько сообщений отправляется, что отправляют партнеры. И мы ввели один общий инструмент, Sendler, у нас там персональный тариф, и теперь мы консолидируем эту информацию на нашей стороне. Чисто для примера, в октябре мы разослали 2,6 миллиона сообщений, и сейчас у нас 519 тысяч подписчиков. В сентябре их было 400, то есть мы растем неплохо. И последняя новость вот, кстати, да, если вы еще не рассылаете, то переходите вот по этой ссылке, и там, скорее всего, ваша группа уже подключена, вы можете отправить первое сообщение. И еще одна новость о рассылках. Я передаю их Оксане Тюльпиновой, потому что это прямые коммуникации, а прямые коммуникации — это как раз то, что клиент получает прямо себе в личку. Оксана Тюльпинова, если кто не знает, она занимается именно этим видом маркетинга, и логично, что дальше развивать этот инструмент будет она. Поэтому все вопросы по Sendler, по рассылкам ВКонтакте теперь можете задавать ей. И перейдем к основной теме моего выступления, это как мы продаем через SMM. На самом деле это такая скользкая штука, потому что тяжело затречить, то есть отследить заказы через социальные сети. Потому что я, например, ни разу у меня такого не было, чтобы я листал ленту, вижу сообщение от Додо Пиццы, перехожу именно по этому сообщению, заказываю пиццу. Обычно ты просто видишь сообщение, твоя лояльность повышается, и когда ты решаешь заказать пиццу, то ты не идешь ВКонтакте, а потом ищешь там ссылку. Ты просто звонишь на оператору, заходишь в приложение или на сайт. В итоге мы теряем этого клиента, как клиента, пришедшего из социальных сетей. Но косвенно это можно отследить. Сейчас я расскажу о кейсе с Оле-Оле. В июне этого года был чемпионат мира по футболу. Мы запускали к этому событию пиццу Оле-Оле ситуативно, и для ее поддержки в социальных сетях мы запускали чемпионат Dodo. Как это работало? Вы могли выиграть Sony PlayStation 4 Pro. Это было, кстати, одно из наших первых сотрудничеств с большим брендом. Нужно было написать в личку сообщества Додо Пицца Россия кодовое слово «Чемпионат Dodo», и Додо Пицца Россия начинала присылать вам квест. Это было 4 сообщения, а задания были в духе там «Закажи Оли-Оли», «Сделай селфи», выложи на своей странице. Таким образом, мы могли измерять эту активность, потому что все находилось в публичном поле. Все задания были такими, что человек должен был что-то опубликовать, о чем-то рассказать, о чем-то поделиться. Выполняешь все задания, получаешь шанс выиграть PlayStation 4. Вот, что касается SMM-метрик, они ничего нам не говорят о продажах, это просто для справки. У нас было 40 тысяч участников, то есть это люди, которые начали взаимодействие с нами. Где-то 5 тысяч выполнили хотя бы одно задание, и 456 тысяч раз люди просмотрели задания участников. То есть, когда вы что-то выкладываете, там есть глазик справа снизу, сколько ваши подписчики вас увидели. Вот задания участников увидели 456 тысяч раз. Но опять же, это ничего не говорит нам о продажах. Но мы знаем, что невозможное возможно, знаю точно. Вот, поэтому я решил посмотреть косвенно, как это влияет. Я написал Светлане Тюльпиновой снова. Да, Оксане. А я как назвал?
Да, написал Оксане Тюльпиновой, а она как раз про эту активность сделала рассылку ВКонтакте, рассылку по нашей базе имейлов. Это была единственная рассылка, где мы очень агрессивно и прямо говорили: закажи Оли-Оли, выиграй PlayStation. Обычно мы пишем хороший, качественный, красивый контент, Оксана пишет, и рассылает его, рассказывая о продукте, рассказывая о том, кто этот продукт создал, каким образом он был создан. И это очень круто, и это правильно с точки зрения бренда. Но в этот раз мы пошли по-другому. Мы сделали очень простую, агрессивную коммуникацию. И как думаете, я сейчас покажу слайд, где идет сравнение выручки с письма про Оле-Оле и письма про Жар-Баран. Во сколько раз письмо Оле-Оле принесло больше денег, чем Жар-Баран? Нет. В общем, это первые 14 дней с момента рассылки. То есть у Оксаны как раз все тречится, она ставит меченую ссылку, когда клиент по ней переходит, все, что он делает потом на сайте, мы атрибуцируем к этому клиенту. И за первые 14 дней рассылка с Оле-Оле принесла 2,6 миллиона рублей, а с Жар-Бараном 155 тысяч. То есть мы понимаем, что этот инструмент работает, когда мы очень прямо и агрессивно говорим клиенту: приобрети А, получи Б. Но, и думаю, ребята из продукта мечтают о том, чтобы каждый продукт так продвигался. Но мы же не русское лото. Вот, поэтому делать так постоянно мы не можем. И нам нужно делать крутой контент, когда мы будем повышать стоимость самого продукта, как и делает сейчас Оксана и все ребята в маркетинге. Но этот инструмент мы будем использовать, но осторожно и редко. Следующий кейс – это наш небольшой фейл. Вы знаете, что сейчас у нас есть пицца с тунцом. Так и называется пицца с тунцом, и для нее мы придумали офигенную кампанию. Люди должны выкладывать свою фотографию с рыбой. Нет, мы, конечно, не настолько отбиты. Мы разработали микроигру. Микроигру на базе интерфейса ВКонтакте с использованием возможностей самого ВКонтакте. В наших сообществах появлялась такая обложка. Механика очень похожа на морской бой. Ты отмечаешь какую-то ячейку из 75, например, B2, под этой записью в комментариях. У тебя есть только один ход. Хочешь еще один ход — делай репост. Все это происходит автоматически, победители появляются на обложке сами, игра сама им отвечает, сама подогревает интерес, сама определяет победителя. И вроде бы все прекрасно, но на самом деле нет. Когда мы запустили игру, мы поняли, что не адаптировали ее для маленьких сообществ. То есть у нас есть очень много сообществ, там, до 10 тысяч участников. И у них, в принципе, не хватает ядра активной аудитории, чтобы закрыть все 75 ячеек. То есть очень велика вероятность того, что просто ячейка с призом окажется никем не взятой. Бывало так, что в маленьких сообществах весь день идут игры, и не побеждает ни один человек. В итоге люди думают, что это лохотрон, и просто уходят. Это была первая ошибка, что мы не адаптировали игру. Вторая ошибка была, что мы ее не протестировали. Мы протестировали ее там, на, знаете, нашем маленьком сообществе на 3 человека. Просто скрипт работает, обложка обновляется, все, значит, окей. На самом деле нет, все было не так. Третья ошибка была в том, что мы написали очень сложные правила. Я когда их потом сам перечитывал, я понял, что я не очень понимаю, что надо делать. Вот. И четвертая ошибка была в том, что мы начали допиливать механику на лету. Когда мы поняли, что она плохо работает для маленьких сообществ, мы на второй день начали ее изменять. И опять же, новый релиз мы сразу раскатали на всех, и началась такая штука. Игра начала общаться сама с собой. Там бывало, знаете, 3 сообщения от игроков, 20 сообщений от сообществ. Это полезли баги. Мы увеличили вероятность выигрыша, и с ростом вероятности увеличивались и сообщения от игры. Но не все так плохо. За 2 дня мы все починили. И в итоге, да, это мои ошибки, вот я тут выписал. Вот. Результаты. Какие результаты у этой штуки? На данный момент было проведено всего 222 игры в 67 сообществах, вот, а могло бы участвовать 200. То, что мы не игру запустили так криво, на самом деле, возможно, это подорвало доверие партнеров к ней. И кто захочет запускать игру, когда она в первый день не вовлекает, во второй день бажит, на третий день как бы не хочется никому рисковать. Вот, но в итоге получилось 3700 участников.
И суммарно записи об этой игре, соответственно, я Тунце увидела 333 тысячи человек. На самом деле это крутой опыт, хоть, наверное, разработчики думают, что мы немного не в себе. Они-то все это уже прошли, но мы с удовольствием прошлись по собственным граблям. И теперь мы знаем, что такие вещи нужно сначала обязательно тестировать на реальных сообществах, не на каких-то тестовых, где 3 человека, а взять там 3 сообщества, 3, 10 и 30 тысяч, и протестировать на них. Второе, делать максимально простые правила. И третье, это если ты что-то меняешь, то тоже сначала выкати это на какой-то ограниченный список сообществ, на которых ты увидишь все баги. Вообще мы верим в эту механику, обязательно ее повторим, улучшим. Кстати, наверное, на Новый год. В общем, у меня все. Дальше тут ничего нет. Всем хорошей недели и счастья.